Перфекционизм. Это слово довольно-таки популярно в наше время, особенно в 21 веке. И настоящий перфекционист по своей натуре сталкивается не только с положительными, но и с отрицательными последствиями. Когда я впервые начал углубляться в терминологию, я был еще студентом. И в то время гордился, что могу называть себя перфекционистом. На завтрак у меня идеальный омлет, а все мои галстуки разложены по цветам и дням недели. Но вот как бы не так. Быть перфекционистом – это иметь постоянную тревожность и из кожи вон лезть, чтобы сделать все с первого раза. Как я уже говорил ранее, что перфекционизм имеет несколько терминов, а именно два, как философский, так и психологический. Прошу обратить внимание на очень интересный факт, что психологи обращают наше, в свою очередь, внимание на то, что перфекционизм – это обязанность быть человека идеальным, что работа обязана быть идеальной, и каждая работа, либо проект, который сделан не идеально, который сделан не до конца, не имеет шанса и права на существование. В то же время, как философы говорят обратное, что скорее перфекционизм – это стремление быть идеальным человеком, что человечество имеет шанс стать идеальным, что это скорее всего как смысл жизни, сам процесс становления идеальным человеком. В ряды первых перфекционистов можно смело отнести Леонардо да Винчи. Потому как схему витрувианского человека, а иными словами идеального человека, нарисовал именно да Винчи. Первые диалоги на эту тему были обнаружены примерно в 15 веке. Существуют три вида перфекционизма. Первый – ориентированный на себя. Высокая оценка своих действий. Способна сосредотачиваться на трудных целях и добиваться их. Желание постоянно совершенствоваться. Но есть один большой минус. Это жуткий страх неудачи остаться последним. Второй. Ориентированный на других. Требовательность к окружающим, неспособность принимать и прощать их ошибки. Все должно быть либо как хочет он, либо никак. Третий. Социально предписанный. Убежденный, что общество ожидает от перфекциониста высоких результатов. Жажда нравиться всем и избегать отрицательной критики в свой адрес. Жуткое зрелище. Человек, который постоянно зависит от окружающего мнения. Давайте соберем психологический портрет перфекциониста. Это человек, который боится сделать что-то неправильно. Перфекционизм – это человек, который постоянно боится ошибаться, который постоянно думает, что от него ждать каких-то чрезвычайных результатов. Также это человек, который гнобит сам же себя из-за того, что задирает высокую планку на свои планы или на иллюзию, что от него ожидают. Он отслеживает каждый свой шаг, боясь наступить, боясь, сделав это неправильно. И если этот человек делает что-то не идеально с первого раза, он впадает в гнев, в депрессию, он гнобит сам себя. Человек, который заведомо строит проигрышные планы или варианты. Да сколько можно? Как бы мне успеть сделать все по плану? Грёбаный дедлайн. Общество снова говорит, что я изгой. Это не слишком хорошо. Опять неровная линия. Господи, да почему оно так? Снова ничего не получается. Ну с какого раза ты у меня получишься? Что обо мне подумают люди? К черту все. Выдохни. Расслабься. Ты не обязан быть идеальным. Ты имеешь право на ошибку. Расскажу на своем примере. Мне было очень тяжело понять, что мир не идеален. И что не бывает идеальных людей. Для меня быть перфекционистом ранее означало, что это все равно, что быть супергероем. Потому что так и есть. Кто действительно делает каждое свое движение идеальным?
Кто за какую-либо работу бы не взялся, сделает ее на 5 с плюсом. Кто будет каждый день выглядеть так, будто только что с красной дорожки? Ответ верный. Только сверхчеловек. Но быть сверхчеловеком это ведь только картинка. Перестань думать, как бы глупо это ни звучало, но да, перестань думать. Вроде, да я бы мог сделать это лучше. Нет. Ты сделаешь это, но просто не сейчас. Либо, я бы сделал это намного лучше. Нет. Ты сделал все в пределах своих возможностей, и это ты так решил. Сейчас нормально быть не идеальным. Сейчас нормально не гладить себе стрелки на брюках. Сейчас нормально не иметь детей в 30 лет. Сейчас нормально опоздать на встречу и сказать прямо о том, что ты просто проспал или элементарно забыл. Все мы люди, все мы ошибаемся. Когда мы видим перед собой идеальный прообраз, идеальную фигуру, это всего лишь образ, всего лишь красивая картинка.